mom 12 years. Мама не пьет уже 12 лет, а отец был алкоголиком, является алкоголиком и наркоманом, но он не пьет и не употребляет уже 47 лет. So when I was growing up, my mom was an active drinker. My siblings, I'm the youngest of them all. My siblings, they all kind of started to move out, and it was me and my one brother and two sisters growing up. Yeah. Да, и когда я рос, моя мама, я видела употребление своей мамы, и по мере того, как дети взрослели, они разбегались из нашей семьи. И так как я был младшим в моей семье, ну, из нас осталось совсем немного детей. So drinking was big in my family. Now my parents, my mom hasn't gotten sober through AA. Neither has my dad gotten sober through AA. They did it in their own little method. Да, и моя мама протрезвела не через мой отец протрезвел тоже не через они протрезвели, сами на силе воли. And that kind of messed with me. I thought I could do it without AA. I thought I could do it on my own, and it doesn't turn out to be that way. Да, и поэтому я решил взять с них пример, и я пробовал также протрезветь, перестать употреблять своими собственными силами, и у меня на это ушло много времени для того, чтобы все-таки понять, что у меня не получится без этого. And then, so my first drink, I was 6 years old. It was in Germany. Да, и когда мне было 6 лет, я был в Германии, я впервые употребил. And I didn't have a drink until I came back home. When I was around 13 is when I started to actively drink and use drugs. Да, и потом я не употреблял, и где-то до 15 лет. А в 15 лет началось мое расцвет моей болезни. From the age of 13 to 17, I was in and out of juvenile placements for drug and alcohol. Да, с 12 до 17 лет я провел время для сложных подростков, такой некий реабилитационный центр для подростков, которые химически зависимы. My family got divorced. My mom and my dad were divorced, and I started to manipulate my parents to get what I want. I would live with my mom and complain about my mom to my dad. And then when I'm with my dad, I would call my mom and manipulate her, complaining about my dad. Да, и мои родители развелись, и я стал использовать это как манипуляцию. То есть, когда я находился со своей мамой, я жаловался на отца. Когда я находился со своим отцом, я жаловался на свою мать. Для того, чтобы получить от них то, что я хотел. And then finally I came home, I was 17. I was about to be an adult, and I got off of juvenile probation. And that's when my drinking and drug use picked up. I was working at a bar, I was going to college, and I was drinking just about every day at the age of 17. Да, в возрасте 17 лет я уже практически был взрослый, и у меня появилась работа в барах, у меня появилось разрешение на работу, я естественно, нашел в качестве работы бар, в котором был алкоголь, и у меня появилась возможность употреблять этот алкоголь еще больше, и чтобы алкоголь сопутствовал моей работе. And then things kind of start to get out of hand. I'm partying a lot. It's a typical college life, college parties, at least what you would assume, in the movies and stuff, right? Frat parties every weekend, drinking during the weeks, drinking before classes, drinking before work, drinking to go to sleep, drinking to go out to drink, drinking to go and eat, drinking to basically do everything. Да, и я стал учиться в колледже, и моя жизнь превратилась в настоящую жизнь, которую показывают в американских сериалах про подростков. То есть мы пили всегда. Мы пили для того, чтобы проснуться, мы пили для того, чтобы уснуть, мы пили для того, чтобы пойти найти, чтобы выпить, мы пили для того, чтобы пойти учиться, мы пили во время учебы, мы пили после учебы, мы пили до работы, мы пили во время работы, мы пили после работы. And things were okay. I was hanging on by a thread. I had a job at a bank. I was studying economics. I had a girlfriend, an apartment, a car.
just barely holding on to these things. Да, и вещи вот со мной произошли, как бы такие вещи, я превратился в достаточно успешного человека. Я работал в банке, у меня была подружка, у меня была крутая машина, у меня было много денег, и у меня была квартира. And I started to become an arrogant asshole whenever I drank. Да, и я начал превращаться в большую высокомерную дырку в заднице. And people started to hate me. И люди начали меня ненавидеть. I was too smart for my own good. I was too pretty and too young. I thought I was the best looking person in the world. I thought I was the nicest person. And people started to hate me. Да, и люди начали меня ненавидеть, потому что я был слишком умный среди всех умных. Я считал себя самым красивым среди вообще всех мужчин. Я считал себя самым успешным, среди всех, и мало с кем церемонился. And there was the occasional, I would try and stop and drink for a girlfriend, for the family. I would stop drinking for work. It only lasted several days or so until I was right back at it. Да, и когда у меня начали появляться проблемы с самочувствием, я пытался прекратить пить, как бы ради своей подружки, ради какого-то случая, ради работы, ради, еще кого-то, но вот эта вот, пауза, как прекратить пить, не употреблять, у меня сил хватало только на несколько дней. And slowly but surely, everyone started to fall away. My siblings stopped talking to me. Eventually, my mom, my dad, and the brother that lived with me, they all stopped talking to me. My girlfriend, me and her broke up. And soon my friends started to fall off. I really had little people talking to me. Да, и постепенно вокруг меня стало окружение из моих друзей, родителей, родственников, знакомых и коллег. Оно стало отпадать от меня, распадаться. Подружка от меня ушла, многие друзья меня уже покинули, не общались со мной. Мои родители и некоторые из родственников не продолжали, а начали говорить о моем употреблении. So I was underage, but I had a fake ID, and I would go to bars and basically create a fake person, create an imaginary me, make new friends, and just basically lie at a bar about who I was to try and have people let me into their life. Да. И я стал примерять на себя разные маски, то есть мне легко было пойти в бар, завести знакомство с людьми, заиметь каких-то новых друзей, и я представлял себя не тем человеком, кем я был на самом деле, я стал себя изобретать. Then I had a kidney stone, ended up in the hospital, and I was prescribed Percocet. That's when I became addicted to painkillers. Drugs are a part of my story, and my drinking escalated with the use of prescription painkillers. Escalated? Increased. Increased, да. И когда у меня была проблема по здоровью, у меня были камни в почках, и в больнице мне прописали некий медикамент, который вот с моим заболеванием, алкоголик и наркоман, они противопоказаны. И я стал принимать эти медикаменты, и вот наряду с приемом этих медикаментов у меня ухудшилось мое заболевание. And then basically at this point, about 19, 20, and I lost everything. I dropped out of college to sell drugs. My mom sold the house. I had to find somewhere else to live. No friends are talking to me. I'm just hanging out with, other active drug users and alcoholics. Nobody that I would call a friend today. I lost everything. I lost my clothes. I lost my car. I was living in my friend's mother's attic in Philly. Mother said it? Yeah, the roof upstairs of my friend's mom's. Да, и в возрасте 19-20 лет я практически потеряла все. Меня выпнули из колледжа за то, что я продавал наркотики. Я
я потерял свою машину, я потерял всех своих друзей, у меня не осталось никакой одежды, моя мать продала дом, и мне пришлось искать новое место, где бы я мог жить, и я уже стал употреблять с собутыльниками мамы. And I had a brother, in Los Angeles, who I called and he said I could come over. So I left Philly, detoxing on alcohol and painkillers, but I had the answer this time. As long as I didn't use opiates, I would be okay. Да. Да, и у меня был на тот момент жил брат в Лос-Анджелесе, я уехал к нему, я прошел некую такую медицинскую терапию, мне провели детокс, и на тот момент у меня появился ответ, что у меня может быть все в жизни хорошо, если я не буду использовать опиум. And then so I arrived in Los Angeles and I worked in a hostel. My brother found me a job at a hostel where I did a work exchange, work part-time and you get room and board. That was in Los Angeles. Да, и в Лос-Анджелесе мой брат устроил меня на работу, мне пришлось проработать в хостеле, когда ты выполняешь какие-то услуги определенные взамен не на деньги, а взамен на какие-то вещи или на какие-то другие услуги. I didn't really know how to feed myself. I'm about 21. I didn't know how to take care of myself. I didn't really want to work. I just wanted to drink and smoke weed. And eventually I found a girlfriend who introduced me to crystal methamphetamine. Да, и в возрасте 21 года я вдруг понял, что я не хочу работать, я не хочу нести какую-то ответственность за свою жизнь, я все хочу продолжать употреблять, пить и курить, и по итогу я познакомился с девушкой, которая дала попробовать мне амфетамин. So basically me followed me from Philly to LA. I was still an alcoholic and a drug addict. I didn't know how to live a successful life without the use of drugs and alcohol. And with the discovery of methamphetamines, my drinking increased outrageously, where I was drinking about 3/5 a day of scotch to start, and then later in the evening it was the bars and drinking beer. I forget the starting point. Yeah, that's what I was like. So me followed me from Philly. Да, и куда бы я ни поехал, я нес себя с собой, я не мог никак убежать от самого себя. И вот с употреблением амфетамина все еще только с того момента, как я попробовал амфетамин, все события в моей жизни стали происходить в увеличенном размере. Я стал пить еще больше, эмоциональное состояние там прям за пределы выходило, и я не знал, как вообще возможно вести успешную жизнь, не принимая алкоголь и наркотики. And basically in LA, all I wanted to do, I was around 21, 22, all I wanted to do is drink and party, and the hostel kicked me out. I was sleeping on the roof above the hostel, trying to find a girlfriend to move in with. And that basically sums up majority of my time in LA, trying to find somebody to use, to take care of me, so I could drink and use drugs. Да. И по итоге меня выгнали даже из хостела уже потом, и в этом хостеле я спал на крыше, и я спал с таким осознанием, что я не хочу ни работать, я не хочу ничего, я хочу всего лишь найти какую-нибудь подружку или такого человека, которого бы можно было использовать в своей жизни, для моих корыстных целей, чтобы я мог продолжить пить, употреблять, и чтобы, кто-то заботился обо мне. So I was in LA for 5 years, and it was just on and off the streets. I was used. I used people. It was a living hell. All I wanted to do was to drink my alcohol, take my Xanax, use my methamphetamine. So that's it. That's what I carried in my backpack with me for about a good 4 years. And it came back to the last 3 years. I was homeless on the streets, and I was losing my mind. I was hearing voices, seeing things. I couldn't stop drinking no matter what. Whenever I tried to stop, the insanity just got worse.
Мгм. Да, и так я оказался на улице, я превратился в бездомного человека, и более 3 лет я бездомничал, я бродил по улицам, ночевал там, где придется. Я хотел продолжать употреблять, и я использовал все еще свою презентабельность, свой ум и свой голос для того, чтобы встречаться, знакомиться с людьми и использовать их для того, для того, чтобы вот найти какие-то наркотики, амфетамин, алкоголь и продолжить употреблять. And I landed myself in the same situation. Anyone that I made friends with in LA didn't want anything to do with me. I wasn't talking to my mom or my family on the East Coast, and West Coast I had about 1 or 2 people that would actually talk to me. Да. И даже там вот среди этого окружения уже вокруг меня остались 1-2 человека, которые со мной говорили, и уже те бродяги со мной перестали говорить. И я был полностью отделен от своих родных. Никто из родственников, из друзей, из знакомых, из коллег, никто со мной на тот момент уже не общался, я был практически изолированный. So alone on the streets of Los Angeles, out of my mind, I started to fear being alive, and I started to do what we call foxhole prayers. I didn't believe in God beforehand, but what I started to go through, I started to have spiritual experiences that I didn't understand, and I couldn't stop the drinking or the drugging no matter what. I was stuck in my head that I don't need AA, they were powerless, why fight it? I'll just keep using drugs, right? That's the first step, that was my thinking. But I never finished that first step, I never understood it. Mm-hmm. So I was left alone and basically stranded, and I prayed for divine intervention. I needed help, I couldn't stop using drugs or alcohol. Mm-hmm. И я пытался тогда уже прекратить употреблять алкоголь, наркотики, у меня это не получалось. И я до этого не верил ни в Бога, ни вообще, ни в кого. И появился страх за мою собственную жизнь. Я был один в своей голове, я был одинок. И вот на этих бродяжничая, на этих улицах я начал молиться. Я даже сам не знал, кому я молился, чтобы мне помогли, что-то с этим сделали. И мне кажется, что именно тогда на улицах Лос-Анджелеса, будучи одиноким, я испытал духовное пробуждение. So I knew that I couldn't keep drinking like this and using drugs like this. My veins were killing me. They were like a deep blue. I was about 160 pounds. I was urinating blood. My sides were killing me, and I was just in pain. And I didn't know how to stop. And there was a bunch of people I was walking around. So I was on the streets, homeless, walking around Santa Monica, and I saw a bunch of people outside of a church smoking cigarettes, a lot of people. And I was like, oh my God, I've seen this before. When I was like 13, 14, I was like, this has to be an AA meeting. And I go up and I kind of slowly start walking into the circle. It's an AA meeting. And that kind of started to plant the seed that I needed recovery, that maybe I can't stop on my own, because clearly for the past 4 years I wasn't able to. So that planted the seed, but still then I was like, no way, I don't need AA. My dad did it without AA, my mom did it without AA. They don't drink or use drugs, I can do it like that. But I didn't understand that they still practice some sort of program in their own way, and they believe in a higher power, but I didn't believe in it. Да, и вот так вот я ходил по улицам, бродяжничал, и был уверенным, что я все еще смогу бросить употреблять, потому что на моих глазах моя мама прекратила употреблять на собственной силе воли, отец прекратил, я был уверен, что я могу, но сколько бы я ни пытался, у меня не получалось сделать это. И как-то идя по улицам, я увидел, проходя мимо церкви, я увидел круг людей, которые стояли, смеялись и курили сигареты, и вот что-то привлекло внимание, я подошел к ним, и оказалось, что
в этой церкви проходило собрание анонимных алкоголиков, и эти люди были из сообщества анонимных алкоголиков. И там вот на первом, потом на втором, на третьем собрании потихоньку стало приходить осознание того, что один я не смогу, и вот что с этими ребятами мне возможно по пути. И более того, мне предложили, мне дали надежду и предложили решение, вот как помочь мне в моей проблеме, что мне нужно сделать. So in terms of events, I found, what do they call it, a hostage, right? Another girlfriend. And she lives in Key West, and she felt really bad for me because she saw how one moment I was okay, and the next I was insane. I was literally insane, just being out of my mind. And she cried, and she's like, look, let's go to Key West. I never heard of Key West, and I was like, maybe this is the divine intervention that I've been begging for. And I was like, let me take her up on this opportunity. And for the next year, my last year, I come to Key West for a month, and then I go back to LA, and I'm in and out of places, trying to sober up, talking to people, cutting any friends out that I use drugs with, and just trying to do the whole sober thing. Try to work out again, but I try to do it my way, right? I try and go to the gym every day. I try and run. I try and eat healthy. I try and lie and say, oh, I never had alcohol in my life. Drugs, what are those? And make new friends. And it's not me, I know what drugs are, and I can't make friends lying, saying I don't know what drugs are. And it didn't really work out. I came to Key West for a month, went back to LA, and that last year was a bit rough. But I was trying to get myself together, working a job, and just trying to get my life together. And eventually, then after about that year, I had a couple of months where I was cleaned up because to put it in plain terms, I had a sugar mama. She bought me a car, she got me new clothes, she got me an apartment, she bought me a phone, took care of me. All I had to do was drive her up to work, she'd give me a couple $100 and go out and play around. Okay, please. Sorry, Да, и как любой зависимый человек, естественно, я не мог жить без отношений. У меня сразу же появилась подружка, которая, тут же взяла меня под опеку. Она купила мне машину, давала деньги, возила на работу. Но вот ее эмоциональное состояние было достаточно неустойчивым. Она то плакала, то смеялась, то истерила, то была очень весела там, и она постоянно говорила о Кивесте. Кивест — это остров, где мы сейчас находимся. И вот мне пришлось, я был очень неусидчивым, мы жили то в Лос-Анджелесе, то в Кивесте, то в Лос-Анджелесе, то в Кивесте, и мне сильно усилий не приходилось прилагать, потому что, она оплачивала, как вот мама Шуга, у них мама Сахар, это получается, да, которая полностью меня взяла под опеку, и я продолжал, наверное, жить своим каким-то старым путем. Я заводил также знакомства. Я с людьми, иногда врал там, иногда не врал. Это вот по поводу того, он хочет сказать, насколько была неустойчива трезвость. И пытался выздоравливать своим собственным путем. Это буду делать, это делать не буду. So basically, I'm very codependent, and even when I have somebody taking care of me, I still can't live a successful life. And I'm in Key West now. I have a couple months clean and sober. I'm going very strict, no caffeine, no cigarettes. I'm all about it. I'm gonna go gung-ho, just straight edge. Again, here I am. And then I land a job at a hotel, and going to step outing. And I had a good couple months under my belt, but it just was never satisfying. I'm off drugs, I'm off alcohol. And there's just that empty hole inside of me that I'm always just trying to fill with something or someone else. Yeah. И уже здесь, в Кивесте, у меня появились достаточно такие хорошие возможности для старта, для того, чтобы опять стать успешным. И для меня, помимо того, что я зависимый человек от вещества, во мне есть еще и созависимость. И вот когда в моей жизни появляется хоть какой-то человек, который как-то пытается заботиться обо мне, это он имеет в виду свою подружку,
ну, я начинаю сразу полагаться на эту заботу, и я не могу стать тем, кем я мог бы стать на самом деле. Вот, ну, это как бы запасной вариант для меня. И вот и жизнь, ну, продолжалась, и я продолжался оставаться трезвым, но в моей душе, внутри меня, вот эта такая большая черная дыра, она все разрасталась, и ну, мне становилось эмоционально. Я был трезвый, но эмоционально мне становилось все хуже и хуже и хуже. And I used to tell people I came to Key West because there was work, and that's why I came there. Really, I came there because I was running away. You know, I ran from Philadelphia to Los Angeles. I got in trouble with the law in Los Angeles. I still have warrants for my arrest in both of those states, and I came to Key West and ran away. And really, I was just trying to hide and run away and just suckle off to somebody else and try and survive. We go out to staff outing, and eventually one of the managers convinced me to drink the 4% beer because it's not 6 to 8%, and that made sense. You know, 4%. Who prescribed you to drink beer? One of the managers. And manager? At work, a friend at work. A friend at work. Да, и как-то, ну, мне было одно время очень удобно говорить людям, что я приехал на Кивес, потому что здесь появилась возможность для новой работы. На самом деле, как я вижу это сейчас, я в очередной раз убегала от себя. Я постоянно убегала от себя. Я убежала из Филадельфии в Лос-Анджелес, я убежала с Лос-Анджелеса на Кивес, то есть, ну, побег от самого себя. И когда здесь на работе один из моих коллег сказал, что если ты будешь употреблять 4% пива вместо 68% пива, ну, и это нормально, мне эта идея очень понравилась. And so after I drank 2 beers that were 4%, I said, well, let me show these guys how I drink. So I got my Kettle One on the rocks with lemon, and I'm back to it, just like that, drinking vodka straight up, and it was the fastest decline I ever had. I was drinking every day, and they trusted me at this hotel job as a manager with the key to the liquor room. And oh my God, that was a personal closet. I would go in, grab a bottle every day, and sit in my office and drink. So that lasted about 3 months until about 2 months, about 2.5 months. And I'm calling my friends in LA to send me over drugs, and I'm using meth again. I'm drinking vodka like it's water. I wake up, I'm drinking vodka, and it's the first time I ever get the shakes. When I'm having shakes, I had a seizure. Да, ну, естественно, я попробовал, естественно, я выпил не одну бутылку пива 4%, а несколько, да, и потом это уже переросло в соревнования. Покажите мне того человека, который бы, ну, мог бы пить, как я, и оставаться в форме, как я. И, ну, меня сохраняли на работе, но вот, как бы, вот это употребление, оно ухудшалось, уже доходило до того, что я сидел в офисе и пил водку, и потом я звонил в Лос-Анджелес и пытался достать наркотики, чтобы привезли мне в гостиницу. И, ну, в этот момент у меня стали уже трястись руки по утрам. So then I find myself in the same situation as before, on the streets, homeless, nobody talking to me like that. Да, и все же я, ну, понял, только находясь в гостинице, что моя ситуация практически такая же, как когда я жил в Лос-Анджелесе и был бездомным. Один в один, только места разные. Yeah, exactly. I'm on the streets, talking to trees, out of my mind again, insane. And I turn around, there's police officers there. And I get arrested for possession of drugs and under the influence of alcohol. And I find myself in jail. Да. То есть я на улице, я разговариваю с деревьями, я творю какие-то непонятные для меня вещи, и я прохожу мимо по офиса полиции, и меня арестовывают за употребление наркотиков и, ну, за то, что они у меня с собой были на тот момент, и в итоге я оказываюсь в тюрьме. Miles to people, yeah. There is miles. Which way am I going? This Yeah. And I'm in jail. I see a sign that says, "Do you never want to be here again?"
Do you want to be free? And of course, at this point, I believe I'm scared, I'm alone, I have no one. And I read the fine print, and it says, well, why don't you join us in Alcoholics Anonymous Monday, Wednesday, Friday? And I was like, oh, fuck that, but that's where the gears started turning when I was sitting in jail for 2 months, waiting on a sentence, waiting on my first felony conviction. And I really started to play the tape in my past. And it wasn't about weed, it wasn't about not doing opiates, it wasn't about not doing crystal meth. It was really the underlining factor, the common denominator was alcohol throughout everything in my past. And I started to realize that alcohol was a problem, and I have a problem with it. Да, и в тюрьме со мной встретился адвокат, он со мной поговорил и предложил мне посещать сообщество анонимных алкоголиков дважды в неделю, чему он был не совсем рад. И была мысль интересная. Just so you before the sentence of just you were suggested advice to visit meetings on a little sign, yeah. And then, so I was waiting for my sentence, and there was a sign that said, that made me start to think about it. It was an AA sign. Да. И это был такой некий знак, потому что он находился на тот момент еще в заключении, и, как бы был ограничен в действиях и передвижениях, и пока он ждал в тюрьме своего приговора, у него было достаточно времени для того, чтобы подумать. So I find myself getting sentenced, and I know I have to go to these meetings. Right now I'm on probation. I have to go 3 times a week. I'm in jail. I said, might as well start going to these meetings in jail. So I started going. They had a AA meeting once a week and an NA meeting once a week I started to go to. Да, в итоге ему было предложено, что когда его отпустят, он должен будет посещать собрания 2-3 раза в неделю, но так как он еще находился в заключении, в тюрьме у них тоже проходят собрания анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, и он стал посещать эти собрания, уже находясь в тюрьме, одно АА, одно АН раз в неделю. I was in jail, hopeless, and they gave me the big book of Alcoholics Anonymous. I was reading the big book, and every page described me as an alcoholic. Да, и я в тюрьме, я находился и считал свое состояние безнадежным, и мне кто-то дал книжку анонимных алкоголиков, в которой каждая страница была обо мне. The guys in the rooms, when we go to these meetings, they were sober, but they had something else, the people that came and brought the meetings in. And then there was the people in jail who were sober, but they didn't have that light like the people did in AA. Да, и люди, которые тогда были в тюрьме и которые посещали сообщество анонимных алкоголиков и наркоманов, помимо того, что они были трезвые, они кардинально отличались от других людей, которые не посещали эти сообщества. So in jail, I read the big book of Alcoholics Anonymous. I met my sponsor in jail. He talked about things similar to me, about being homeless, about being helpless and hopeless, and it gave me hope that there was a possibility for a life without the use of drugs and alcohol. Да, и в тюрьме там же у меня появился спонсор, с которым мы начали работать по шагам, и мы с ним говорили о многих моих моментах в жизни, о том, что как я докатился до бездомного, как я потом поднялся, и о моих эмоциональных состояниях. И этот человек, мы говорили о моей беспомощности, о моей безнадежности, о моем печальном конце. И этот же человек дал мне надежду, предоставил мне помощь и какую-то мотивацию попробовать. So I'm home now. I have a sponsor, and I'm taking suggestions. Without even thinking about it, I'm just doing what he tells me to do. There's no more battle inside my head, no more arguments inside my head. I'm finally been beaten up. And these suggestions are so easy. Waking up and getting on my knees and praying, that's easy. I now have a bed, I can wake up, I can get off my knees and pray. Before I didn't have a home to pray, and now I have this, and it's super easy. Reading a book, again, I'll read it again and again. We read it every day. I read the big books of Alcoholics Anonymous.
and I take his suggestions and I listen to my sponsor. Да. И сейчас я трезвый, сейчас я считаю себя, что я нахожусь дома. Ну и все, что происходит в моей жизни, это то, что я работаю со своим спонсором. Вся борьба в моей голове закончилась. Я всего лишь принимаю рекомендации анонимных алкоголиков. Я делаю все, что говорит мне мой спонсор, не оспаривая это, не сомневаясь в этом. И на сегодняшний момент я молюсь, вставая на колени утром и вечером, и независимо от того, что вокруг меня происходит, я проснулся, я сразу помолился на коленях, и перед тем, как пойти лечь в постель, то есть не было такого дня, чтобы я лег в постель, не постояв на коленях и не помолиться, и вот эти вот определенные простые действия, а я хожу на собрания, я продолжаю читать новую большую книгу, и каждый раз, когда я ее перечитываю, я открываю для себя что-то новое, и эти простые действия, превращают мою жизнь приносят в мою жизнь очень хороший легкий момент. And I start to experience life a lot differently. I'm not drinking, using drugs, and I'm starting to be happy. That hole is starting to get filled with a higher power, with God. And I believe in God now. I have a close relationship with God. He's my best friend. He's my lover and best friend. Please. What did you start with? So I started to have a different experience in sobriety. Да, и сейчас, оставаясь трезвым, у меня абсолютно другой опыт и абсолютно другие ощущения от моей трезвости. Я становлюсь счастливее и счастливее каждый день. Я укрепляю свою связь с Богом, и присутствие высшей силы в моей жизни какое-то некое иное. И Бог — это самый первый и самый близкий друг для меня. And now I'm working the steps, and I'm on step 4. I have friends that care about me. I have friends that I can call and text whenever things are hard. And it's just a whole new outlook on life. Life is still hard. There's still, I still have the warrants for my arrest. I still have problems in my life that I have to turn around and eventually face. But like the slogan says, first things first. And I learned through AA and seeing what all these other guys have that I want is I have to put AA first and these steps first. So before I can go and take care of anything else, before I can go travel, before I can run away again, I have to work these steps and put my recovery first, because I can't live a life with drugs and alcohol. Да, и на сегодняшний момент для меня есть некий, что я должен делать, да, так как я не могу продолжать жить, используя алкоголь, используя наркотики. Есть слоган с первым делом главное, и для меня важно об этом всегда помнить. Для меня важно ставить мое выздоровление в анонимных алкоголиках всегда на первое место. Для меня очень важно продолжать работать по шагам, и сейчас я работаю по шагам. Для меня очень важно посещать собрания, и для меня очень важно перед тем, как вновь убежать от кого-то или от чего-то, или от себя в очередной раз, для меня важно проработать эти моменты, для меня важно закончить шаги, обговорить это со своим спонсором. Just what does it give to you? For me, just to summarize, what does it give to you? Just AA? No, AA. First things first. Yeah. AA, yeah. Yeah, first. What does it give to me? No. Just I would like to summarize. Just you continue working steps, before running away again. Just you have to put first things first. So I have to put first things first. I have to put AA first, because typically in my past I run away. So I'm working on myself, and I'm surrounding myself with people in sobriety. Да. И я продолжаю работать над самим собой. Я окружил себя людьми в нашем трезвом сообществе. Да, я забыла там сказать, что когда я звоню, я разговариваю с другими ребятами, и это необходимая мера в моем выздоровлении. Yeah, and so right now I'm on step 4.
I have, like I said, I have friends, family. My family talks to me again. Things are turning around, but just because things are going good, I still put AA first. Да, и только потому, что я имею результат в своей жизни определенный, да, моя жизнь изменяется, и она изменяется в лучшую сторону, возвращаются многие вещи, которые я потерял когда-то в своей жизни, только вот имея этот результат, я понял, что когда на первом месте стоит у меня программа анонимных алкоголиков, ну, вот тогда я имею этот результат. В другом случае нет. And that's where I'm at now in my life. Everything is just put it up to, I leave it to God, I leave it to AA, and the program works. It doesn't lie, the book doesn't lie, and that's what's really great. And I feel AA, I feel at home. I feel like this is where I belong. Да, и в анонимных алкоголиках я чувствую, что я нахожусь все-таки дома, потому что я себя больше не чувствую одиноким. И наша программа — это абсолютно не ложь, и большая книга — это абсолютно не ложь. Это работает совершенным способом, необъяснимым, но совершенным способом, ну, потому как у меня это есть. Yeah. That's all. Вопрос, может, кого-то есть? Да, может вопросы, да, есть, а остальные мы потом, наверное, рассмотрим в следующий раз. Я забыл. Как? Я слышно хорошо, нет? Сядь поближе, лучше вопрос задать. Да, вы можете любому задавать вопросы здесь, ребят. Слышно хорошо, да? Да. Привет. Еще раз. У меня, знаете, какой вопрос вот именно к тебе? Ты говорил про состояние просветления прежде всего, да? Говорил про такой инсайт своеобразный. То есть первый вопрос, это происходило, когда ты был в употреблении, как это произошло и как ты осознал, что это вот просветление твое? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ты говорил про маски, да, неоднократно, и это как бы пересекается с большой книгой по поводу актера. Когда ты стал понимать, что ты стал честным, когда ты начинал делать первые шаги или перед этим, или это происходит у тебя постепенно до сих пор? Вопрос понятен, да? Yeah. On the street just in Los Angeles. Yeah. How did you feel time? How did you understand, realize that? So during that time, I did. I addicted, and one of the reasons why I stayed on the streets and kind of isolated from people, because I started to experience things. I had my spiritual experience while I was under the influence of drugs and alcohol, but I didn't understand it until actually just recently after reading the big book, and it talks about these things and put these things into words, which I didn't understand. I just thought I was insane. I thought I was crazy. But what I didn't understand was that I was actually having a spiritual experience. Да, но используя алкоголь, наркотики там, и совершая какие-то всякие вещи в жизни, потом бродяжничая, да, и я постоянно думал, что я невменяемый, что я сумасшедший, что у меня не все хорошо с головой, я не понимал этот мир. И только потом, когда я уже начал работать по большой книге, работать по шагам, я сравнил вот эти состояния там всякие разные, с тем состоянием, когда у меня на самом деле было вот это духовное пробуждение. То есть потом последовательная работа позволила мне, как предположители, принять это, что вот именно тогда на улицах Лос-Анджелеса у меня это было, я не был сумасшедшим, это у меня было некое духовное пробуждение, когда вот стало приходить понимание того, что вот алкоголь и наркотики приносят вот что-то в мою жизнь нехорошее. Yeah, and question number 2. Yeah, the question number 2 just was you were telling about that you pretend, to make a picture of you, you to other people. Yeah. Yeah, to behave dishonestly. Yeah, not you
to put on a mask on yourself and just do. When do you? When do you realize it? While doing the steps, or when you did this action. So how was it that you realized, that you behave yourself just not enough? Well, the Big Book talks about it, and I knew at the time I was acting. I was an actor. I enjoyed it. I liked to go and, like, if you were all strangers to me, I would say, "Oh, I'm studying to become a doctor. I work over here. I drive this car." And I would be an actor. I was a real life actor, and I got excitement out of that, just lying and just creating this whole persona that wasn't really who I was. And I knew I was doing it at the time, but that was also, it's like one of those character defects, and just not really caring about what I'm doing with my life. I was just very self-centered, and how can I entertain? How can I get excitement out of this? How can I lie? How can I manipulate? And in the Big Book, it talks about being an actor and how you try to control the situations. That's me trying to control everything, control how people are going to like me. Mm-hmm. I knew it at the time, but I didn't think there was anything wrong with it. I just thought I was having fun. But really, I was just, alcoholic. Но это, опять же, это вот большая книга, это, чтение большой книги, глава про актера, и там говорится про то, как я хочу управлять людьми, как я хочу управлять миром, как я притворяюсь, как я, иногда становлюсь тем человеком, которого они хотят там видеть, и там, например, в сообществе, в окружении врачей я общаюсь про медицину, в окружении гонщиков я общаюсь про машины, эта работа по шагам позволила понять мне, что, что я был такой на самом деле, и что это алкоголизм, быть актером постоянно, и на сегодняшний день не всегда получается быть самим собой, иногда меня заносит, но сразу приходит мысль, что я делаю со своей жизнью, зачем, для чего я это делаю, для чего я опять начинаю убивать себя, притворяясь быть другим человеком, это процесс, и важно быть в этом процессе, и важно быть, опять же, вот с этой книгой и с такими же, как я, потому что занести может очень легко. Так, 6 минут. Ответ получил ты, да? Да, спасибо. Вот так, как получилось. Да, получили. Да, все хорошо. Да. Смотрите, ребята, у нас 6 минут осталось, и так как у нас Энди здесь, и Хэнк еще подошел, и Грег сидит, и все вы хотели поделиться. Да, вот какой-нибудь вопрос. She's looking at us like they know what they're saying. Hold on, they ready? Did they do the 5 basics today? I got a question for them. У Энди есть вопрос для вас. Yeah. Did they do the 5 basics today? 5 things that he told them. Да, вы сегодня делали 5 вещей, о которых он вам говорил в прошлый раз. Кто делал? Честно, поднимите руки. Поднимите. Oh, there you go. All right. So. My group, I have a sponsor, and tonight when I get home, I'll get down on my knees out of humility and thank my higher power for 1 day of sobriety. Да. То есть, вот этого достаточно, то, что он повторяет. Утром он молится, вставая на колени, у него есть домашняя группа, у него есть спонсор, у него есть служение в группе, и сегодня, когда он придет домой, он опять опустится на колени, скажет спасибо за свой трезвый день своей высшей силе и попросит еще немножечко о принятии. Тогда чуть-чуть больше народу. Повторное голосование. Да, кто выполняет эти шаги? То есть вот этих 5 этого достаточно, More of them raises their hands. Остальные могут быть свободны. Okay. Hank, what can you say? This is
is Hank, my friend. I got 4 years. It took me 20 years to get here. Да, у него 4 года трезвости, но чтобы получить эти 4 года трезвости, ушло 20 лет на то, чтобы прийти в анонимные алкоголики. You know, always drinking, I always had that fear. Tell him that. Да, вы знаете, что And I didn't know what it was. Да, всегда, когда я пил, у меня постоянно был какой-то страх, и я не знал, что это. And you know what it was, I think, because I knew that God knew who I was. Да, ну сейчас у меня есть такое понимание, почему был этот страх, потому что я, ну, все-таки где-то в глубине души осознавал, что Бог знает, кто я есть на самом деле. And you know why I'm always happy now? Because God knows who I really am. That's all the difference in the world. Да, и вы знаете, почему я сейчас всегда счастливый в анонимных алкоголиках? Потому что моя высшая сила знает, кто я на самом деле есть. Yeah. Is this all? Well, that's it in a nutshell. That's the important stuff. And I love everybody today. That wasn't always true. Я сегодня люблю каждого, и для меня это важно, и я каждый день счастливый. И what's your quotation just about don't be afraid of being... Don't be what? What was that? Don't be afraid to be happy. Да, он мне Never be afraid to be happy. Он мне всегда говорит, практически каждый день, когда я увижу на собраниях, никогда не бойся стать и быть счастливой. And no matter what happens in life, you can never go wrong if you underreact. Да. И несмотря, что бы в вашей жизни не случилось, вы никогда не сойдете с пути, если ваше привычное поведение не начнет давлеть над вами. То есть если ваш мозг не будет провоцировать вас на ваше прежнее поведение. You can always overreact later if you have to. Да. Можно среагировать потом, чуть-чуть потом, и выпустить пар, и выпустить эмоции, но не в моменте, чуть-чуть позже. And hey, I hope to see you all again. Hey. Он надеется A lot of cute girls too. Yeah, just it's Hank. Он надеется вас увидеть снова в таком же составе. Очень много cute, how to translate, крутых, замечательных девушек он видит. Какой корректный перевод. I know. Sign on, that's all. Look at this guy's laughing over here. He got it. Everyone else like, oh, dude, really? Really? That's okay. Yeah, you gotta wear the world like a loose garment. And we're sober today. By the grace of God. What's that? That rule? Yeah. Rule 62. Don't take yourself too seriously. Да, и правило 62, они сейчас говорят, не принимайте, это у нас есть перевод, не принимай себя слишком всерьез, а у них в большой книге там говорится о том, что не относитесь, don't take yourself too serious. Yeah. Да? У них написано, не принимай себя слишком всерьез, а у нас там, по-моему, как-то по-другому сказано. Так и написано. I take my program real seriously. Да, не принимай себя слишком серьезно, но принимай программу анонимных алкоголиков по-настоящему серьезно. Относись к ней. Yeah. One thing I know for absolute certainty, I cannot do this alone. And I always need help every day. Да, и как бы на сегодняшний момент, вот Грег сказал, что вот при его трезвости он каждый день себе напоминает, что он один не справится и что ему нужна помощь и поддержка, и об этой помощи постоянно надо просить. The only drink that's a choice is the first one. After that, it ain't no choice. It's the first sucker drink. Yeah. Да, Do they do 12 and 12 meetings? Вы делаете, вы делаете, у вас есть собрания по
шагам и традициям непосредственно такие тематические. Есть? Подожди. Групповые? Да, ну да, вот что вот пришли, и сегодня шаг первый, там, шаг второй. Только индивидуально. No, they do these meetings face to face. Okay. Yeah, but do they do a step meeting once a week? And do they read out of the big book once a week? Do they have Do they have a variety of meetings? Yeah, they showed us the big book last week. Yeah. And they have the steps and traditions on the Yeah, wall. yeah. I saw it on the wall. Yeah. Do they do other types of meetings? Yeah, they do other types of Okay. meetings once a week. yeah, Once a day. Once a day they have. Right. Great. Yeah. Что за правило 3М будем говорить? О чем? Да я так балдею. Да, просто здесь у меня был опыт попасть к ним на шаги. Называется, было собрание Back to Basics. Очень интересное собрание, когда они вот берут, например, один шаг, и они группой все его практикуют, этот шаг. То есть мы встаем, и каждый говорит там, что кто признает себя алкоголиком, там у кого-то какие-то сомнения, или шаг четвертый, когда ты вот его тут же пишешь и тут же читаешь другому человеку. Вот, есть такая практика. I don't know. I'm not even going there. Yeah. Yeah. Are there any other questions? Are we going to wrap it up? А у нас еще есть какие-то вопросы? No. No, I got to work on my boat. I'm working. It's the middle of the day. На телефоне же. Кроме Yeah. того, что тебе выслал Леся Work по all, телефону. right? Олесь, на телефоне. They get fancy and ready to go. Я не слышу, Жень. На На телефоне. На телефоне, да. Да. So they have many questions. Oh, We don't have Yeah. to do that Too next time. many Yeah. questions, Yeah, too many yeah. questions. how about 2 or 3 right now? We got Well, a few minutes, sir. we're over hours. You have few minutes? Hey, I have to go, but I hope to see them again. All right? Are we setting up the next time to do it? Yeah, I think, because you have a meeting. We'll do the. I mean, questions do next one time. question right now. Do a One question. Энди хочет ответить хоть на один какой-то ваш вопрос прямо сейчас. Сейчас я его считаю. Красавчик же. If I didn't have to work, we could hang out. And I want I to have go to to the work. new meeting. I'm going to the new meeting. Yeah, I see. So just the first question, the question of trusting to your sponsor. Should I trust my sponsor all my details from my life, or if I don't trust him everything, is it a problem in recovery? Я спросила Энди первый вопрос, который получила. Степень откровенности со спонсором, вообще всем ли делиться, или у меня могут быть какие-то личные моменты, и если это не проблема, которая мешает выздоравливать. My name's Andy. I'm an alcoholic. I have a sponsor who has a sponsor. У меня есть спонсор, у которого есть спонсор. He's probably my 5th sponsor in sobriety. Some of my sponsors have passed. Это 5-й спонсор за мое выздоровление, потому что некоторые из них уже умерли. And I knew my sponsor now, John K. When I came in, he was running the first step program I did. Да, и сейчас мой спонсор Johnny Keller. Джонни Келли, и когда я обратился к нему, он проводил по первому шагу. And I was so sick I couldn't really talk, but he'd talk to me at smoke break. Но я был настолько больным, и я не мог с ним разговаривать. Он со мной говорил, когда мы курили. He knows everything about me. Он знает все обо мне. I'm only as sick as my darkest secrets, and I've got rid of everything in my step work, and I'm clean and free, and I'm a free man from all that darkness of my disease. Да, и я настолько болен, насколько у меня есть темных, утаенных моментов и деталей от моего спонсора, и я настолько выздоровел, насколько и чувствую себя свободным и чистым, насколько мой спонсор знает обо мне, о моей личной жизни. Yeah, and it's between when I did my 5th step, it was between God and another human being, and I used my sponsor, Johnny Kelly, and we have a beautiful relationship. He knows everything about me.
Да, и Джонни Келли, у нас с ним замечательные отношения, и когда я делал 5-й шаг со своим спонсором, этот 5-й шаг был между 3 высшей силой, каким-то другим человеком и мной, и я доверил ему все. Okay. So the answer is yes. If you don't let out all your secrets, it will hurt your sobriety. But it doesn't always have to be just to one person. It can be to more than one. Да, Грег говорит, что ответ да, что я должен доверить своему спонсору все о себе. Если я что-то утаю, это наносит угрозу моей трезвости. Но и единственное, есть такой вариант, что я могу некоторые вещи доверить своему спонсору, а некоторые вещи, other human being, какому-то другому человеку, то есть вот как, например, священнику, да, люди, которые не обязаны потом после моей исповеди пойти, например, не имеют такой ответственности и доложить на меня в полицию, там, если вдруг это какое-то преступление. То есть спонсор, возможно, священник, но абсолютно все я должен выложить. Внутри. And then I'm sorry. You need to be free inside. Yeah, but in the big book, on that handout you have, on doing a 5th step, there's directions in the book. You can go to a member of your church, a psychiatrist, or a professional worker to dump heavy stuff. Да. И на самом деле в большой книге написаны рекомендации, как проходить по этому шагу, да. То есть там написано, что другому человеку, и там это может быть священник, психиатр, господи, кто-то там еще, я не помню там, что у нас написано. Но просто есть такой опыт, я немножечко тут свое вставлю, да, что господи, к нам, когда Кэп с Аляски приезжал, я переводила, были... священник самое безопасное, потому что эти люди... just I'm talking about the priest, yeah, because... Yeah, these are professionals. Like, I tell the guys I'm doing my 5th step work with, I can't handle anything heavy. Mm-hmm. I'm a fisherman, I'm a worker. There's professional people that can handle heavy life situations. People might have killed people, beaten their wives, molested their children. I can't handle that stuff. So you need to go to the proper people to dump the garbage. If you're afraid that someone else will find out, if you share it with a priest who cannot share it with, or a professional who cannot share it with anyone else. Да, то есть помимо спонсора это может быть любой другой человек для того, чтобы очистить себя изнутри. Вот, и если, сохраняется страх, что какое-то преступление совершено, и за него могут наказать, там, посадить в тюрьму или что-то, самое безопасное это священник, они, у них есть такое обязательство сохранять исповедь, просто сохранять исповедь. Thanks. Hey, thank Did that help? Did that help? Hold on. Round of applause right here. Elisa. Thank you. Thank you. Thank you. Good job. Is there any Great job. Ребята, буквально один вопрос. Олеся, есть минутка еще? Олеся, один вопрос. Олеся, есть минутка на один вопрос? They want one more question. Okay, go ahead. Привет, у меня вопрос. Обязательно ли условие вставать на колени или можно молиться в любой удобной для тебя позе, но главное, чтобы с душой и голова и сердце? Или это условие, важное условие? Вставать на колени. Вставать на колени. Yeah, if you just to stay down on your knees, to be put down on your knees is the important condition while you are praying, or you can pray just in any position, but you pray from your soul. Okay. For me, the old timers told me to get down on my knees and ask for help in the morning, and then get down on my knees at night and thank my higher power out of humility for one day of sobriety. Mm-hmm. Anybody can do anything they want. That's what works for me. Да. So when I'm on my knees, I'm in there's a word for it, some subservient position.
I'm in a humbling position, on my knees, asking for help and thanking my higher power. But then we still pray through all day. We don't have to get on our knees throughout the whole day every time, but that just makes it special. Да. Ну, как ему говорили, всегда говорили и всегда говорят, и что именно сработало для него, это вставать на колени утром и на колени вставать вечером, благодарить высшую силу вот за прожитый день. И, ну, и это действительно для него работает. И ну, каждый может делать это в любом другом, ну, удобном, удобной другой позиции. Но вот он делится тем, что именно ему помогло, да, и вот утром и вечером на коленях, а в течение дня там просьба о помощи, ну, на колени, они на колени не опускаются. Вот 2 момента, утро и вечер. Таким образом я как бы преклоняю свою волю перед Богом. Yeah, for me, I used to confuse thinking and praying. And that's right where I get on my knees, and for me, I voice my prayer out loud, and it's like it's like picking up the phone. It's like getting on my knees, it's like calling God, and that's like a moment for me in my higher power. Да, ну вот Майлз говорит, что он когда-то путал молитву и вот размышления, да, и для него как бы ну, не размышления, а вот думание, и для него опускаться на колени утром и опускаться на колени вечером, это вот как некий такой ритуал, то есть как взять телефон и позвонить кому-то. А вот когда он опускается на колени, то есть он сам себя вот в связь, ну, как бы равнозначно, что взять телефон для связи с Богом. И он сейчас молится вслух, вот, произносит молитву вслух, и по-моему, все. Okay. Most people that do get on their knees say it makes a difference to them. So it's worth trying to see if it makes a difference. Да, ну и Грег говорит, Грег мне тоже про случай рассказывал, как, ну, было такое, как у него был подспонсорный, и он сорвался на 4 годах трезвости, и потом вернулся к нему, just I'm telling your story with your sponsee. Вот, и с того момента он ему показал, как надо молиться на коленях, и стал подспонсорный молиться на коленях, и, ну, это привносит в жизнь и в выздоровление, и в самочувствие очень большую разницу. То есть, когда я не молюсь на коленях, и когда я молюсь на коленях. Вот, ну, для тех, кто готов, вы просто можете попробовать и сравнить для себя, что взять, а что оставить. Спасибо.